Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Когда я выложила сторис с этими ноготками, одна из вас, моих зрительниц, написали мне в инстаграме, что очень жалко, что с такой задержкой, пока выйдет этот дизайн, он уже будет не актуален. Знаете, я об этом подумала и решила, что действительно это будет не очень-то актуально, поэтому выкладываю этот дизайн прямо сейчас. Сегодня у нас с вами речь пойдет о модных цветовых решениях. Pantone каждый сезон предлагает нам модные цвета на текущий период. Если кто-то не знает, Pantone – это институт цвета, это те люди, которые разрабатывают оттенки цветов. На самом деле нам стало интересно, кто же на самом деле решает, какие цвета будут модные, но мы так и не нашли эту информацию. То есть сначала дизайнеры решают, что этот оттенок будет модный в этом сезоне, или все-таки сначала Pantone говорит, что этот цвет будет модный, берите дизайнеры и рисуйте только в этом цвете. Вот мне интересно все-таки порядок модности дизайна, кто определяет моднявость, кто те люди, которые говорят нам, что в этом сезоне нам нужно носить вот эту фигню. А на самом деле я хочу быть таким человеком, который скажет, вот этот цвет будет модный в этом сезоне, красим только таким цветом. Хотя, в принципе, а почему я не могу так сделать, собственно говоря? Итак, следующий урок, который выйдет на канале, цвет, который будет в этом уроке, объявляется самым модным на текущий сезон. Почему бы и нет, я имею на это право. Ведь, собственно говоря, моду на ногтях создаем никто иные, как мы, мастера маникюра, правильно? Поэтому мы определяем модные направления нынешнего сезона и не какой-то там Pantone. В общем, готова к дискуссии на эту тему в комментариях. Обязательно мне пишите свои мнения, я с вами пообщаюсь. Мне интересно, что вы об этом думаете. Мы же тем временем прорисовываем наш дизайн. Итак, у нас сегодня вот такие вот потрясающе красивые веточки на ноготочках. Первый слой веток мы нарисовали полупрозрачным коричнево-зеленым цветом. Я в цвет своего основного зеленого капнула немножечко черной красочки, немножечко финишного покрытия и сделала такую себе тень для листиков. А потом уже светло-зеленым оттенком прорисовываю передние листья, на них делаю блики по-мокрому из оранжевой и желтой красочки. Эти блики у меня сами по себе немножечко подрастекаются в моих листиках. И на выходе мы получаем очень плавные, интересные переходы цвета. Обязательно попробуйте эту технику, она довольно-таки увлекательная. Далее я смешала золотую зеркальную втирку с финишным покрытием. У меня получился очень красивый золотой оттенок. Кстати, девочки, вот вам красивый золотой гель-лак, которым можно рисовать, которым можно покрывать ногти. Он замечательно просыхает, отлично ведет себя в работе. Пользуйтесь на здоровье.
И пока я вам здесь вовсю рассказываю всякие разные лайфхаки, вы, конечно же, ставите мне лайки под этим роликом, потому что они очень важны для развития моего канала. Спасибо огромное всем моим зрителям, которые поддерживают мой канал, которые пишут мне комментарии, которые ставят мне лайки, дизлайки, они тоже безумно полезны для моего канала. Поэтому всем огромное спасибо за вашу активность. Я безумно люблю каждого моего зрителя, даже тех зрителей, которым что-то не нравится. Я вас тоже люблю на самом деле, но недолго. Мы же тем временем на втором пальчике дублируем те же самые решения, которые делали на первом. Сначала прорисовываем зелененькие листики, растекаем на них оранжевый и светло-зеленый, получаем переходы цвета и делаем листики из втирки. Далее перекрываем весь наш дизайн матовым финишем. Сегодня я захотела видеть вот этот темно-зеленый цвет в мате. Очень красивое решение. И уже поверх матового финиша красочкой с глянцевым слоем, без остаточной липкости, мы прорисовываем краюшки наших лепесточков и прожилки. У нас получается сочетание двух разных текстур. У нас получается матовый фон, глянцевая прорисовка, матовые листики, красивые глянцевые прожилки. Все это добавляет объем нашему дизайну и вообще в целом смотрится очень интересно. Самое главное сейчас постараться сделать максимально тоненькую прорисовку.
Итак, вот такой вот дизайн ногтей у нас сегодня с вами получился. Очень осенний, очень строгий, очень интересно смотрится, очень просто делается. Этот дизайн я отнесу к разряду простых и быстрых дизайнов ногтей. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Мы с вами скоро увидимся. Всем до новых встреч. Пока!